Друзья, мы находимся в Сан-Паулу, городе номер 1 по бизнесу в Южной Америке. Здесь люди не ездят на такси, они летают на вертолете. Мы пойдем знакомиться с городом с вертолета. Сегодня мы попробуем разобраться в плюсах и минусах ведения бизнеса в Бразилии. Сан-Паулу – город номер 1 по бизнес-авиации в Южной Америке. Друзья, мы находимся в самом большом ангаре Южной Америки. Артур создал приложение номер 1 по бизнес-авиации в Бразилии, вложив в него $250 тысяч. 40 тысяч зарегистрированных пользователей, 30 партнеров, у которых в сумме 60 вертолетов и 40 самолетов. Кто хочет, чтобы у них в стране работало приложение номер 1 по бизнес-авиации, обращайтесь, мы свяжем вас с Артуром. Считается, что у каждой богатой семьи в Сан-Паулу есть свой вертолет. В этой комнате от 18 до 20 миллионов долларов. В Сан-Паулу одномоментно может находиться в воздухе 800 вертолетов. Мы находимся в Бразилии, в стране номер 1 по производству кофе в мире. Семья Энрике почти 200 лет занимается кофе. Сейчас мы экспортируем в Южную Корею, Майами, США. Друзья, кто хочет импортировать кофе в свою страну, обращайтесь, мы сконтактируем. Друзья, это Сан-Паулу. Это город, где люди перемещаются не на такси. Люди летают на вертолетах. Посмотрите, 1, 2, 3, 4, 5. Больше, чем здесь, летают только в Нью-Йорке. Бизнес-авиация здесь столь популярна, так как в Бразилии практически не развита сеть ЖД-путей, а в самой большой стране Южной Америки дорога с севера на юг займет более 2 дней, если ехать на автобусе. Воздушных суден в Бразилии насчитывается до 5000, среди них множество частных самолетов, но и схема авиаперелетов здесь далека от совершенства. Это понял и сделал на этом бизнес наш первый герой выпуска. Друзья, сегодня мы познакомимся с основателем приложения Flapper, которое позволяет вам полететь с Рио-де-Жанейро в Сан-Паулу за $250 на частном самолете, когда обычно это стоит $5000. Мы сегодня воспользуемся этой услугой и узнаем, как у него это получилось сделать. Постоянно возникают проблемы, то есть праздники, то есть вообще даже никогда не в праздники, просто в день. Если ты бизнесмен и хочешь переехать там просто из Сан-Паулу в Рио, да, на какое-то там собрание, да, и вернуться в тот же день, то это всегда проблематично, потому что всегда очередь, всегда чек-ин, да, нет никакого вообще абсолютно как такового бизнес-класса, да. Если вот взять какой-нибудь джет, арендовать его может стоить очень дорого, ну там, начиная от $5000 и заканчивая там, не знаю, $30 тысяч, да. Не всем это доступно, естественно, но если взять и разделить все это на количество сидений, то получаем вполне разумную такую цену. Flapper – это приложение, которое разработал и запустил Артур со своей командой. Его задача – собрать всех желающих перелететь с пункта А в пункт Б в определенное время и слетать вместе на частном самолете выйдет намного дешевле. Допустим, мне интересно, насколько сервис работает хорошо. Прикольно юзабилити, мне очень нравится. Слушай, я бы пользовался таким приложением. Ну, когда побольше в Бразилию приезжать будешь? Это в Сан-Паулу полеты? Да, это $250, да? 250 реалов, это меньше, чем Чувак, 250 реалов. баксов. А вот Flapper сейчас в цифрах. Расскажи, пожалуйста, количество скачиваний, полетов. Сейчас 40 тысяч зарегистрированных пользователей, 30 партнеров, у которых в сумме 60 вертолетов и 40 самолетов. Сколько вам понадобилось времени на создание этого приложения и сколько денег? Понадобилось, я думаю, стартовый капитал $250 тысяч. И разрабатывали мы ее год. Откуда $250 тысяч?
Я и мой партнер скинули в том числе и мои деньги. Многие другие разработчики, они просто верили и работали бесплатно. Даже так? Даже так. Да, они сейчас все во Флаппере, и все счастливы, что именно так обернулось. То есть все они получают свою долю, да, как и обещали. А вот первых клиентов на Флаппер Артур привлек просто и гениально, найдя хорошо зарабатывающих бразильцев. А эта информация здесь абсолютно доступна. Он адресно запустил на них таргетированную рекламу в соцсетях, мол, народ, есть возможность недорого полетать. Клиенты, которые вот первый раз купили, да, вот early adapters, да, как их называют, они начинают возвращаться. То есть, когда человек уже приземлился, уже пишет мне в WhatsApp: слушай, а вот мне надо вот на пляж такого-то числа, у тебя есть что-нибудь? Вот, тогда ты понимаешь, что, ну, идея валидна, да? Ты нашел клиентов. Как ты нашел владельцев самолета? И как они шли на контакт? Это люди очень опытные, которых там 10-15 лет с операцией с самолетами. И когда мы приходим и говорим, что мы в последний момент можем заполнить там самолет. В течение суток, да. В течение суток, да. И они, естественно, не верят. Мы сначала заполнили на 50%, потом полностью. Расскажи там топ-3 ошибки, которые вы сделали, ну и каким выводом вы пришли на основании этих ошибок? Можно в первую сказать ошибку, это то, что мы начали с вертолетов, а не самолетов. У нас нет времени сообщить, что вот вертолет летит тогда-то, да. У него всего 15 минут, меньше даже, 5 минут. То есть он приземляется куда-то, вот, и нужно набрать критическую массу пользователей для этого. То есть, а ее тогда не было. Вторая ошибка, думали, что лучшее время начать операцию с самолетами — это в Олимпиаду, когда была Олимпиада в Рио-де-Жанейро. Из-за Олимпиады агентство, которое все это регулирует, ограничивало возможность перелета. Не каждый аэропорт в Рио был открыт. Время посадки тоже было очень ограничено. Наверное, третья ошибка — это то, что мы думали, что все мы можем решить сами. В тот момент как раз вот мы вышли на один из самых больших инкубаторов в Латинской Америке, да, называется ACE. И они дали нам очень много контактов. Контакт Амазона нам дал $15 тысяч в кредитах на сервера, на клауд-сервисы Амазона. Что дал контакт Фейсбука? Facebook дал нам тоже кучу кредитов для использования вот для всякой таргетированной, да, вот рекламы. Что вы взамен давали Фейсбуку? Взамен Фейсбуку, что мы наберем какой-то оборот. Да. У нас будет какое-то количество клиентов, мы будем еще пользоваться, еще больше. Мы будем больше вкладывать в рекламу. И в какой-то момент кредит закончится, и нам все равно придется будет платить. У нас в странах СНГ, ну вот вроде просто, да, пойти в Facebook, пойти в Amazon, получить вот деньги, получить кредиты на крутую идею, на крутую компанию. У нас никто, у нас не делает это, правда, друзья? Скажите, кто из вас ходил в Amazon или в Facebook, чтобы вам рекламу в кредит крутить? Ну, если есть, отпишитесь, пожалуйста. Друзья, приложение Артура – лидер на рынке авиации Бразилии. Кто хочет его внедрить в своей стране, пишите нам в Facebook. Мы находимся в Бразилии, стране номер 1 по производству кофе в мире. Вдумайтесь, в год она производит более 3 миллиардов тонн кофе. Что вы понимали, на этом складе сейчас 5000 тонн кофе. Мы познакомились с русским предпринимателем и с бразильским, которые совместно создали бизнес и экспортируют кофе в Сеул, в Ригу. Давайте узнаем, с чего у них это все начиналось. Энрике – коренной бразилец. Его семья уже 163 года как выращивает кофе в этой стране. Слава впервые попал сюда в 2012-м и понял, здесь не паханное поле перспектив, и решил задержаться. Как появилось кофе в Бразилии? 1849. Это произошло 272 года назад, когда известный мореплаватель привез из французской Гвинеи саженцы кофе, чтобы подарить своей возлюбленной, которая проживала здесь, в Бразилии. И сначала их высадили в штате Пара, который находится на севере Бразилии, то есть ближе к экватору. Там все и началось. Как ваша семья начала заниматься кофе? Começou em 1839.
В 1863 году мои предки приехали из Италии и начали выращивать кофе. Это было за 10 лет до основания города. С того времени идет отсчет выращивания моей семьей кофе в Бразилии. Сколько кофе ты продаешь в сезон? Мы продаем 100 тонн. Это 5 контейнеров specialty кофе. По деньгам это 500 тысяч. Из этого где-то у нас остается 50. Слава, в какие страны вы экспортируете? Сейчас мы экспортируем в Южную Корею. Через Ригу у нас поставки в Санкт-Петербург, Москву, Майами, США. И выходим на Дубай и на Испанию. Что с СНГ? Пока нет, не нашли надежных партнеров. Друзья, это возможность. Кто занимается кофе? Украина, Россия, Молдова. Оставляйте свои контакты под этим видео. Или кто хочет заниматься кофе, я вас сконнекчу со Славой. Вы приедете сюда, посмотрите качество кофе и будете партнерами. Какие плюсы ведения бизнеса в Бразилии? Большой рынок, больше 200 миллионов потребителей. Это большая сельскохозяйственная страна, в которой большой потенциал в поставках кофе, сахара, других продуктов питания. Выход на другие страны Латинской Америки, потому что Сан-Паулу считается и является самым большим финансовым центром Южной Америки. Латинской Америки, да, Южной Америки. Поэтому все компании, которые заходят в Латинскую Америку, они открывают, как правило, офис в Сан-Паулу. Какие недостатки ведения бизнеса? Андрей, могу отметить большое налоговое бремя, которое компания здесь несет. Большое это сколько? От 36% и выше. Из чего оно состоит? В него входят НДС, социальные, федеральные налоги. На сотрудников закладывай 100%. То есть, если зарплата $1000, то, соответственно, $1000 – это налоги, которые будут за него. С каких этапов состоит изготовление кофе? Сейчас последовательно будем разбираться. Друзья, вот оно, как кофе выглядит. Это еще не кофе, это ягоды кофе. Когда они станут красными, это будет означать, что они уже созрели, и их пора собирать. А внутри ягоды находятся семечки, косточки. Это и есть привычные для нас зерна кофе. После того, как спелые ягоды собрали, отбирают лучшие из них. Просто заливают водой, и те, что всплыли, считаются самыми спелыми, а их зерна самыми качественными. Потом мы их сушим, рассыпаем прямо здесь под солнцем и сушим 1-2 дня. А дальше, когда кофе уже готов, его везут на хранение в кооператив. Поехали в кооператив? Да, в кооперативе хранится кофе. Чтобы его принять на хранение, нужно его взвесить и определить качество, зафиксировать его. Да. Для этого здесь есть лаборатория. Хорошо, можно вместо Эдуарда рассортировать кофе? То есть это уже посушенное кофе? Да. Это уже посушенное кофе, хорошо. Следующий шаг, что мы делаем? Высыпаем его сюда, правильно понимаю? Да. Если что, Эдуарду подскажет. Эдуард не против, что я вместо него это сделаю? Хорошо. Друзья, кайф. Хватит, да, я понял. Самое первое, нужно было измерить влажность кофе. Для этого есть специальный прибор. Если кофе будет слишком влажный, выше 12%, то могут завестись грибки, которые разовьются, и кофе, соответственно, испортится. Надо высыпать, высыпать сюда. 12,6, 25 градусов Цельсия. Esse café ele vai ter que ser comercializado rapidamente. Хорошо, друзья, есть кто-то на Украине, кто кофе занимается? У нас есть партия, которую срочно нужно продать. Ты оцениваешь образец того лота, который есть у фазендеру на его фазенде, да? Следующий этап, мы сортируем кофе.
Это первый сорт кофе, да? Да, это самые крупные. 100 грамм 6% брак кофе. Это хорошее кофе или плохое тогда получается? Допустимо. Допустимо, окей. Что дальше делаем? Дальше мы должны его попробовать, обжарить и попробовать. Тут такой запах, это тупо космос. Это именно та партия, которую мы только что определяли, 6% в ней брака. Сейчас мы ее будем жарить. Я из тех людей, которые не пьют вообще кофе, но я чувствую, что я стану его гурманом. Ускоренный процесс. Обжарили, мы его перемололи. А дальше нам нужно залить кипятком и провести дегустацию. Мы можем присоединиться к нему. Класс. Я такой звук не смогу делать. И надо сплюнуть обратно. Извините, я первый раз, неудобно это делать, но я с 5 раз сделаю хорошо. Что я должен понять? Мы продегустировали и оценили, насколько однородный кофе, да, насколько он насыщенный, какие нотки в нем присутствуют, шоколадные, цитрусовые, фруктовые. Классификация кофе, который приехал с фазендом, закончилась. Дай пятюню. Бразилия – страна номер 1 по производству кофе. Только на складе, где мы были, 5000 тонн кофе. Давайте будем продавать его в странах СНГ. Вы можете использовать бизнес-контакты, которые мы нашли в Бразилии. Просто напишите нам в Facebook. Ссылка в описании. А для того, чтобы заработать на бизнес-авиации, одном из самых прибыльных видов бизнеса, вам нужно сделать как Артур – создать приложение, которое объединяет владельцев самолетов и тех, кто хочет на них полетать. Можно проще, просто позвоните нам, и я познакомлю вас с Артуром, у которого уже есть приложение. Друзья, это было Сан-Пауло, а мы сейчас улетаем в Рио-де-Жанейро посмотреть, как бразильцы, местные жители делают бизнес там.